то спина бифида поставят. И что это? Вы что? Потом мне говорят, все в порядке, это не то, это совершенно там обычные вещи, и у многих это есть, и что просто не знают. В общем, меня сначала так ошарашат, а потом, ну, ничего страшного, успокойтесь. Я таких диагнозов пережила уже целую кучу, и ДЦП было последним страшным диагнозом. Ну вот тут как бы не обошлось. Милана родилась раньше срока, и отсюда все наши проблемы. Она очень долго была в больнице, ее несколько раз спасали, у нее была остановка дыхания. То есть первые месяцы жизни ей, конечно, пришлось бороться за свою жизнь. Нам говорили, что, скорее всего, она пойдет, что девочка перспективная. Как она пойдет, это другой вопрос. Но что она пойдет, в общем-то, ни у кого сомнений не было. И этой надеждой я жила. В общем-то, успокаивала себя тем, что хотя бы она пойдет. Она все время дает неплохой результат после реабилитации через какое-то время. Но я почему-то была уверена, что вот именно здесь она пойдет. Ну, вот нужен был какой-то толчок, чтобы она это сделала, и вот это получилось. Я, конечно, этого никогда не забуду. Дмитрий Сергеевич ее поставил на лыжи. На лыжах она стояла неплохо. И, в принципе, она дома пробовала стоять сама, бросала мои руки, но тут же хватала обратно. И мы никак не могли сделать первый шаг. У нее барьер был, она просто на меня заваливалась. И вот она сделала в лыжах первый шаг. А потом, наверное, на следующий день он попробовал без лыж, и она сделала первые сразу 4 шага. И потом она больше, потом 6 шагов, потом 14, 15, сейчас у нас рекорд 19 шагов. Ну, конечно, она хитрит, она тоже играет очень много, балуется. Я думаю, что в первую очередь труд специалистов. Ребенок на втором месте, потому что нашего ребенка нужно заставлять. Конечно, мы дома с ней в постоянном режиме занимаемся, но на этом фоне она не шла у меня все равно. То есть получается, что все равно именно инструктор. Массаж, иголочки, все в совокупности. И, конечно, Дмитрий Сергеевич, у него терпение ангельское просто. Ему так досталось от Миланы. Она, конечно, его сильно нервами потрепала, но результат какой зато? Какой результат? Она у меня пошла. Нас принимал Вячеслав Анатольевич, и я помню, что я у него спросила, а можно ДЦП вылечить, чтобы вообще в ноль ушло? Он сказал, нет. Но можно сделать так, чтобы это было минимально заметно. И следующий мой был вопрос, хорошо, могу я на художественную гимнастику отдать? Что меня муж дергал, Таня, а что это? Я молчу, говорю про фигурное катание. И иногда даже бывает такая у меня шутка прижилась, что Милана, учись, тебе же нужно на каблуках идти на дискотеку, когда ты подрастешь. И она прям слушает, а она очень любит танцевать. И если она слышит музыку, любую, у нас вся семья смешная очень, теперь в любом месте, в любое время слышим музыку, киваем головой. Все сидим как сумасшедшие, танцуем. Она совершенно не такая, как ни я, ни ее папа. Мы оба очень спокойные, оба флегматики. А она такая боевая у нас девица. То есть у нас появился в семье человек с характером. Подарок нам такой. Но нам, конечно, все обещают сложности, но мы их не боимся, ничего страшного. Главное, чтобы у ребенка было свое мнение, она умела отстоять свое место в этом мире. Что для обычных детей проходит просто так, а для нас это все с трудом, поэтому когда она встала в кроватке сама, для меня это было счастье. Когда поползла, наконец, нормально, когда она вдруг увидела кошку живую и сказала мяу, и это все так, я собираю, все это складываю, все это остается у меня в памяти. Как кошка делает? Мяу. А собачка? К этому невозможно подготовиться все равно. Баба. Из-за ребенка страшно, конечно. И она у нас поздний ребенок. И, конечно, мне было страшно. А как я теперь? И мне же нужно ее поднять на ноги, успеть. Я думаю, что все будет хорошо. А что там у тебя? Покажи бабушке, что это у тебя такое? Ой, какая штучка красивая. Я мечтаю, чтобы она у меня наконец оторвалась от стенки дома и сама пошла. Без Дмитрия Сергеевича, без пинка, грубо говоря, чтобы она просто захотела сама встать и пойти куда-то. Потому что ползать ей уже не нравится. Я вижу, что она ползать уже не хочет. Она хочет ходить, но ей от стенки страшно оторваться. Я конечно, жду, когда этот страх пройдет, и наконец она ко мне на кухню придет сама. Мама, наконец-то. Я жду этого момента очень.